Всем привет, я Станислав Ивашкевич, и сегодня наше новое расследование, где я расскажу о том, как Александр Лукашенко создает в Беларуси искусственный дефицит продуктов, а потом отдает на эти продукты монополию своим так называемым кошелькам. Те, в свою очередь, взвинчивают цены для обычных белорусов и пользуются услугами офшорных провайдеров, которые помогают прятать деньги в офшорах. Также сегодня мы узнаем, откуда у Александра Лукашенко появился раритетный Rolls-Royce. В начале 2023 года белорусское издание Реалдбай заметило, что на полках магазинов торговой сети Корона вновь появился немецкий шоколад Ritter Sport. Эти шоколадки пропали с полок магазина после того, как власти Беларуси ввели так называемые контрсанкции на продукты питания из Евросоюза. Сперва эти контрсанкции своим указом благословил Александр Лукашенко, а потом их уже непосредственно ввел Совет министров. Под запрет на ввоз попали в том числе и эти немецкие шоколадки. Но вот чудо, через некоторое время запрещенная продукция все-таки появляется в магазинах. Только уже в 1,5 раза дороже. Теперь на каждой упаковке шоколада Ritter Sport наклейка гласит, что поставщик — это некая логистическая компания «Восток». Авторская команда медиа «Матолько помоги» заглянула в соцсеть для поиска работы LinkedIn и выяснила, что директор этой фирмы Дмитрий Частный работает также на высокой должности в компании Bell Global Garant, а она, в свою очередь, связана с приближенным к Лукашенко бизнесменом Сергеем Тетериным. После публикации на «Матолько» этот Дмитрий Частный убрал из своего профиля запись о Bell Global Garant. Сейчас там вообще не указано нынешнее место работы, а только прошлое – Минский тракторный завод. Издание «Зеркало» действительно нашло то, что он работал на МТЗ. Это все то, что было известно до сих пор. А сейчас копаем глубже. Сначала про работу Частного на МТЗ. Он не просто там работал, а курировал проект Тетерина. Напоминаем, Сергей Тетерин пытался наладить сборочное производство в Пакистане тракторов белорусских, но бизнес не пошел. А вот этот Частный как раз был куратором проекта со стороны МТЗ в должности замдиректора по маркетингу и начальника управления по дальнему зарубежью. Но дальше, чтобы убедиться, что это действительно бизнес, собственно, Тетерина, мы поинтересовались, кто же номинальный владелец этого нового импортера немецкого шоколада. Частный, напомню, это не владелец, а директор. А владелец некий Алексей Александрович Матвеев. И он, как оказалось, тоже человек Тетерина. Смотрим. По документам он числился среди сотрудников тетеринской компании Bell Global Start. В это же время его старшая сестра Татьяна Матвеева руководила и совладела вместе с Тетериным другой компанией Bell Global Ton. Кстати, когда я говорю «старшая сестра», это не значит, что женщина в возрасте. Вполне себе симпатичная молодая девушка. И последнее доказательство. У нас есть письмо Тетерина за 15 января 2021 года, адресованное главе Гостаможкомитета. Это за неполные 3 месяца до того, как Лукашенко объявил контрсанкции. И в этом письме Тетерин просит принять соответствующие меры в отношении логистической компании «Восток». И подписывается там как учредитель. Через 3 месяца, как раз к контрсанкциям, компанию включили в реестр уполномоченных экономических операторов Евразийского союза. Итак, что нам удалось узнать на этом этапе? Новый импортер шоколадок — это не просто фирма, связанная с Тетериным, а непосредственно принадлежит сотрудникам других его компаний, а в переписке с госорганами Тетерин напрямую пишет, что фирма его. Теперь следующий вопрос. Насколько исключительно контрсанкции послужили к обогащению именно этого друга Лукашенко? Или же он в числе многих воспользовался общедоступными лазейками? Ищем Ritter Sport на белорусском рынке. Мы сначала позвонили тому, кто раньше занимался импортом этих шоколадок, Ritter Sport, в компанию Альфа Дистрибьюция. Какой шоколад вы спрашивали? Не услышали. Ritter Sport. Нет, к сожалению, у нас нету его. Раньше, да, был у нас, теперь не у нас. Я понял. Хорошо, спасибо. А давно перестали? Ну да, как под санкции попало, так и перестали возить. Дальше звоним в Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Узнать, как можно получить квоты на поставку шоколада. И тут неожиданный поворот. По 700-му постановлению квоты не установлены. И установлены не будут. То есть по этому постановлению квоты не применяются? Квоты будут установлены только в том случае, если будет наблюдаться дефицит товаров на рынке. И только тогда будет распределение. Когда будет распределение, будет объявлено на сайте, вы это увидите и будете подаваться на часть квот. То есть мало того, что никаким конкурентам Тетерина не позволяли ввозить и продавать немецкие шоколадки, но и ему тоже этого не позволяло министерство.
Запрет все еще формально действует для всех и недавно был продлен до середины этого года. Об исключениях из этого Марту, главному контролеру за торговлей, ничего не известно. То Март, наверное, бы там озаботился, каким образом подсанкционная продукция, да, оказывается на прилавках белорусских магазинов. Но раз не озаботились, значит, они просто в упор смотрят на шоколадки Ritter Sport, видят коммунарку. И такая близорукость, она объясняется только тем, что сказали не замечать до поры, до времени. Получается, Тетерин завозит этот шоколад не просто в обход санкций Евросоюза. Тут, кстати, есть и такое нарушение с точки зрения Евросоюза, потому что страны ЕС внесли Тетерина в черный список, как кошелька Александра Лукашенко, и иметь с ним дело европейские фирмы не имеют права. Но это одно. Но здесь это вообще контрабанда получается даже по белорусским законам. Как же Тетерин смог все это провернуть? И единственная ли это схема, в которой белорусы переплачивают ему за искусственный дефицит товаров, которые своими указами создает Александр Лукашенко? И почему Лукашенко это делает? Ну и, наконец, куда они все прячут деньги? То, что Тетерин личный друг Лукашенко, известно уже давно. Ну вот, из последнего, вот они вместе выпивают водку, когда Соболенко выиграла Australian Open. За тебя. А вот Тетерин сопровождает в Самарканде шпица Лукашенко, Умку. Коляску с псом, кстати, ведет личный врач Лукашенко Светлана Коношенко. Но вот еще пара менее известных деталей. В 2014 году Лукашенко летал почти на 2 недели в Арабские Эмираты отдохнуть. И вместе с ним летал Сергей Тетерин. И угадайте, кто с ними? Татьяна Матвеева. Старшая сестра владельца логистической компании «Восток», той самой, которая сейчас занимается контрабандой шоколадок в Беларусь. В то время они с Тетериным совладели компанией Bell Global Ton. В 2016 году Лукашенко с Тетериным летят уже в Доху, в Катар, но основное время они, судя по всему, проводят опять же в Эмиратах. И опять вместе с Матвеевой. Ну, они летали не втроем, там большая компания была, оба раза. В 2014 году, во время официального визита Лукашенко в Эмираты, вместе с ним тогда, кроме Тетерина, полетел еще совладелец Трайпл Юрий Чиж, экс-сенатор и совладелец Мкадор Александр Шакутин, а также в самолете с ними были телеведущая Полина Шуба, первая учительница Николая Лукашенко Мария Богомолова и помощница Лукашенко из службы протокола Дарья Шманай. В 2016 году среди пассажиров были Шакутин, Машенский, а также учительница фортепиано Николая Лукашенко и еще фотомодель Татьяна Болецкая. Ну, еще и Тетерин с Матвеевым. А, кстати, в 2014 году Лукашенко бросил вызов команде сборной Арабских Эмиратов по хоккею и победил. Правда, за Лукашенко играли действующие профессионалы, а за арабских ветеранов по хоккею играли только арабские ветераны по хоккею. Кто же такая эта Татьяна Матвеева? Спутница Тетерина и Лукашенко по пляжным отдыхам и чей брат теперь держит для Тетерина черный импорт запрещенных шоколадок. В 2014 году, как раз тогда, когда впервые слетала Лукашенко и Тетерина на пляж, она вместе с Тетериным и еще таким Никитой Шатром основала компанию Bell Global Ton, которая занялась дизайном и мебелью. Именно у Татьяны Матвеевой компания Bell Global Start Тетерина заказала разработку фирменного стиля кинобаров «Блокбастер» тетеринских и фирменного стиля еще одежды барменов тех же самых баров. Занималась дизайном для бара «Свобода-4» в Минске, который открывала дочь Сергея Тетерина и ее знакомые. Также она могла разрабатывать логотипы для нескольких компаний Тетерина. Ну и еще у нее мы нашли письмо с планом бани в Александрии, где у Тетерина целая усадьба по соседству с Лукашенко. То есть получается, когда мы перечисляем все направления бизнеса, их много, но мы посмотрели обороты ее бизнеса за последние 3 года, и они ни разу не превышали за этот период 100 тысяч рублей. 30-40 тысяч долларов. Достаточно ли это оборот бизнеса, чтобы летать с Лукашенко наравне с Машенским, Шакутиным, Чижом? Или же она летала в каком-то другом статусе, например, собеседника? А я сейчас вам покажу, откуда на Беларусь готовилось нападение. Но создается впечатление, что фирма эта была создана для того, чтобы она могла за пару тысяч долларов в месяц позаниматься дизайном для Тетерина, ну и для некоторых других кошельков Лукашенко. Вот, например, еще из полученных документов
Мы знаем, что она планировала заняться сменой дизайна и перепрошивом гардин для компании уже Алексея Алексина, Белнефтегаз. А после планировала поставить им штор почти на $35 000. Осуществилась ли эта сделка, мы не знаем. Под ее руководством компания Белглобалtom открыла собственный магазин в ТЦ «Трюм». Ну а теперь ее младший брат держит для Тетерина импорт шоколада. Причем держит, похоже, только номинально. Не факт, что он этим вообще действительно занимается. Почему мы так предполагаем? Мы попытались связаться с логистической компанией «Восток», которой владеет брат Матвеевой. Но по указанным везде телефонам никто не отвечал. Электронные письма от нас там также проигнорировали. То есть покупателю их найти трудно. Зато в Белглобалгарант, который принадлежит Сергею Тетерину, были в курсе этого бизнеса. На наш запрос о шоколаде Ritter Sport мы спрашивали оптовую цену. Они сказали, что по этому вопросу нужно обратиться конкретно в Mostra Group. Это крупный сетевой поставщик. И хотели узнать, можно ли у вас закупить шоколад Ritter Sport? Можно, нужно. Согласно прайс-листу, который нам прислали, оптовая цена шоколадки сейчас от 4 до 5 рублей. До запрета такая была розничная цена, то есть уже с наценкой супермаркета для обычных людей. А сейчас для обычного покупателя она стоит 7,5 рублей. Так как же Тетерин завозит этот шоколад? В тайне от Лукашенко, и вот сейчас Лукашенко узнает о нарушении его указов и устроит разнос. Навряд ли. Источник, который работает на крупного в Беларуси импортера продуктов питания, подтвердил нам, что компания Белглобалгарант, связанная с Тетериным, получила эксклюзивное право на импорт такого рода кондитерки. Получается, в бизнесе об этом разрешении знают, а чиновникам о нем неизвестно. Мы позвонили Сергею Тетерину, чтобы дать ему слово, но в результате так и не дозвонились. И мы позвонили Татьяне Матвеевой, чтобы дать ей слово. Алло. Да, добрый день, Татьяна. Добрый. Матвеева, да? Да. Станіслав Вашкевич, Білоруський розслідувальницький центр. Скажіть, будь ласка, які сувязі вас зв'язують з Сергієм Тетериним? Алло. Да. Я вас чую, и вы меня чуете. Алло. Не прикидывайтесь, что вы не чуете. Нам также удалось узнать, что Тетерин тесно связан с так называемыми другими кошельками Александра Лукашенко, которые не раз светились в крупномасштабной контрабанде на территорию и Беларуси, и вообще Таможенного союза. Алексей Матвеев, брат Татьяны Матвеевой, засветился еще в компании TAS Global. Компания TAS Global официально принадлежала кипрским офшорам, но все документы были у Тетерина. А TAS Global была выделена из компании Транспетробалтик, которая занималась масштабной контрабандной схемой по поставке в Россию польских яблок под видом молдавских. Ну и в поставках другой санкционки в Россию в 15-18 годах как минимум она участвовала. После того, как Россельхознадзор начал активно охотиться за поставками именно этой фирмы, эстафету переняла компания «Газвенчура». И все эти компании связаны с Бремена Групп, которая, как известно, подконтрольна Алексею Алексину, Николаю Воробью и Александру Зайцеву, все под санкциями ЕС, как кошельки Александра Лукашенко. И еще о кипрских офшорках, на которых было оформлено владение этими фирмами. Транспетробалтик с 14 по 20 год принадлежала двум кипрским фирмам Демистат и Лангория. Демистат, в свою очередь, связан с литовско-киприотским офшорным провайдером Любен, который обслуживал лично Алексина, лично Зайцева и Газвенчура, связанной с ними компанией. Ну, то есть практически получается, что логистический бизнес Тетерина родился из Бремена Группы, точнее, из его офшорной части. Но еще Транспетробалтик, из которой родился бизнес Тетерина, была связана непосредственно с Алексиным, представителем Демистат и Лангории этих киприотских офшорок. При создании TAS Global был юрист Сергей Елисеев, он работал в алексиновской компании Белнефтегаз. Мы знаем, что конечный бенефициар Демистат Компани — это россиянин Мехти Мехтиев, который проживает в Арабских Эмиратах. Мехтиев и Дмитрий Алексин, сын Алексина, оба являются членами правления одной и той же турецкой компании. Ну и, наконец, Транспетробалтик и ее директор Ольга Половец как минимум дважды выдавали займы компании Тетерина Белглобал Старт под
очень льготные условия. А в июне 2016 года Ольга Половец покидает должность директора Транспетробалтик и становится директором Газвенчура практически в тот же день. Итак, что из этого всего следует? Александр Лукашенко одной рукой запрещает возить в Беларусь некоторые товары, а другой позволяет импортировать, в частности, шоколад компании, связанной с Сергеем Тетериным, зарегистрированной на брата его деловой партнерши. Той самой сестры, которая неоднократно летала в компании Тетерина вместе с Александром Лукашенко на отдых. Ну и это еще один пример обхода санкций ЕС, когда Сергей Тетерин, будучи под этими санкциями, продолжает вести бизнес с Европы через, очевидно, подставных лиц. Ну и в результате, если раньше цена на шоколадку Ritter Sport была около 4-5 рублей, то теперь она стоит около 7,5. Напомним, ранее Тетерин получил монополию на поставку кондитерских изделий, кофе и чая для Белкоопсоюза. Белкоопсоюз — это в основном сельские магазины. Также он занимался еще для Белкоопсоюза выделкой шкурок, но был отстранен в результате скандала в связи с тем, что он пользовался этой своей монополией для многократного завышения цен. От выделки шкурок для Белкоопсоюза его отстранили, а кондитерку и кофе с чаем он продолжает поставлять монопольно в эти сельпо. В 2018 году Сергей Тетерин подарил службе безопасности Лукашенко раритетный Rolls-Royce 1954 года. Большое спасибо Игорю Скалковичу и Юлику Госту за супер спасибо к прошлому видео, а также нашим патронам на Патреоне. Спасибо, что посмотрели это видео. Ставьте лайк, если вам оно понравилось. Пишите в комментариях, что об этом все думаете. И до встречи!